Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал, где мы разбираем мировые события с юридической точки зрения. Меня зовут Валерий Табаков, я практикующий юрист. И сегодня, 3 февраля 2026 года, я подготовил для вас обзор главных новостей планеты. Мы поговорим о политике, экономике, технологиях и конфликтах, так как это делают ведущие новостные каналы. Кратко, объективно и с анализом последствий. Давайте начнем. Сначала ситуация в США. Там продолжается частичный правительственный шатдаун. Конгресс спешит принять законопроект о возобновлении работы правительства. Но споры вокруг финансирования иммиграционной политики администрации Трампа не утихают. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о введении нательных камер для федеральных офицеров в Миннеаполисе, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон уверяет, что у него есть голоса для окончания кризиса. Как юрист отмечу, это классический пример конституционного тупика, где бюджетные споры маскируют более глубокие разногласия по иммиграционному праву. Если шатдаун затянется, это может привести к судебным искам от федеральных служащих за задержку зарплат. Переходим к скандалу вокруг Джеффри Эпштейна. Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания в расследовании Палаты представителей. Министерство юстиции опубликовала миллионы страниц документов, но жертвы требуют удаления некоторых имен и изображений, которые случайно были обнародованы. Это напоминает о важности защиты конфиденциальности в судебных процессах. Нарушение может повлечь иски по диффамации или даже уголовные последствия для чиновников. В международной политике президент Трамп объявил о новой торговой сделке с Индией. США снижают тарифы на индийские товары с 50% до 18% в обмен на то, что Индия прекратит покупку российской нефти. Это часть доктрины Данро, возрождение королария Рузвельта к доктрине Монро с акцентом на сферы влияния. Юридически такие сделки укрепляют экономическое давление, но могут оспариваться в ВТО как дискриминационные. Тем временем акции Индии и рупия растут. На Ближнем Востоке напряжение. США провели сотни авиаударов в 7 странах, от Йемена до Нигерии. В Сирии внутренние силы безопасности вошли в Хасаку по соглашению с курдскими силами, что может стабилизировать регион. В Палестине Минздрав предупреждает о тысячах смертей пациентов из-за блокады. Как юрист я вижу здесь потенциал для дел в Международном суде ООН по гуманитарному праву. В Европе Франция приняла бюджет на 2026 год.
после того, как правительство Себастьяна Лекарню пережило 2 вотума недоверия. В России Дмитрий Медведев предупреждает о тревоге из-за истечения договора о ядерном контроле. А в Украине и России снова пытаются договориться о мире. Это ключевой момент для международного права, где любые соглашения должны учитывать Женевские конвенции. Технологии и бизнес. Элон Маск сливает SpaceX с XAI в сделку на 1,25 триллиона долларов. Это создаст гиганта в космосе и ИИ. Как юрист я могу подчеркнуть, такие слияния потребуют антимонопольной проверки FTC, особенно учитывая планы IPO SpaceX. В финансах США запускают резерв редкоземельных минералов на 12 миллиардов долларов для гражданского использования. Другие новости. В Иране протесты. Семьи узнают о судьбах близких. В Таиланде высокая явка на досрочном голосовании перед выборами. В США исчезновение матери ведущей Савана Гюсри, возможно похищение, аресты в золотом мошенничестве, землетрясение в Калифорнии и спорт. Линдси Вонн травмирована на Кубке мира перед Олимпиадой 2026. Друзья, это был обзор мировых новостей от Валерия Табакова. Мир меняется быстро, и юридические аспекты играют ключевую роль. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте уведомления. Впереди еще больше анализа. До новых встреч. Берегите себя.